Одним из самых важных событий января, безусловно, стала инаугурация Трампа 20 числа, после которой он все-таки подписал указ, направленный на то, чтобы сделать Америку мировой криптостолицей, как он и обещал еще в прошлом году. Но несмотря на то, что январь подходит к концу, в этом месяце произойдет еще одно важное событие, которое ожидают не только криптоинвесторы, но и большие инвестиционные компании, фонды и крупные американские банки. Ведь 29 числа пройдет первое заседание ФРС в 2025 году, после которого Джером Пауэлл прокомментирует перспективы политики Федеральной резервной системы на целый год. ФРС закрыла 2024 на не совсем положительной ноте, ведь после третьего понижения процентной ставки Пауэлл заявил, что теперь они будут более внимательно оценивать экономические данные и постараются не спешить со снижением ставки, на что рынок тогда отреагировал негативно, ведь биткоин упал почти до 90 тысяч долларов. Именно из-за этих негативных комментариев многие аналитики с опасением ожидают заседания ФРС, тем более после того, как данные по инфляции за декабрь выросли до 2,9%. Также давайте не забывать, кто на этой неделе пришел в Белый дом и хочет повысить пошлины на импортные товары, что является еще одним фактором роста инфляции и сохранения ставок на высоком уровне, за счет чего инвестиции в гособлигации вырастут, а вот в акции и криптовалюту сократятся. Но вот с другой стороны, не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Ведь, например, глава ФРС Кристофер Уоллер заявил, что они могут понизить ставки, причем несколько раз в этом году, и как минимум пару понижений они сделают, даже если инфляция сильно вырастет. И дополнительно на этой неделе Трамп потребовал от ФРС немедленного снижения ставок, учитывая падение цен на нефть. Как вы понимаете, такая неопределенность вызывает неоднозначное движение рынка, и все будет зависеть от комментариев Пауэлла. Но конкретно сегодня в видео мы на основе последних данных и прогнозов от экспертов ответим на вопрос, что будет с крипторынком после решения ФРС 29 января. Видео будет состоять из двух частей, где в первой половине мы поговорим об инфляции, политике ФРС, обсудим, как на это все будет влиять Трамп и узнаем, что готовит для нас Пауэлл. А во второй половине мы соберем все эти факторы воедино, и я отвечу на вопрос, какое влияние будет на крипторынок, чтобы понимать, к чему нам стоит готовиться 29 числа, к росту или все же к падению. Я проведу подробный анализ биткоина с разбором важной метрики, мы поговорим о том, как на это событие будут реагировать альты, которые сейчас движутся максимально синхронно, и в целом после просмотра вы получите много полезной информации, которая вам пригодится для трейдинга или анализа многих монет. Так что с вас лайк и давайте наберем минимум 2000 лайков, чтобы новое видео с разбором важных событий на февраль, на которых вы сможете заработать, вышло как можно раньше. Также в комментариях пишите ваши прогнозы, что будет с биткоином и крипторынком после решения ФРС. Тем, кто поддерживает наш канал, огромное спасибо, а с вами Влад, давайте начинать. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Coin22, и сегодня мы будем говорить о самом важном экономическом событии месяца, а именно заседании ФРС, сразу после которого нас ждет пресс-конференция Пауэлла, во время которой рынки всегда очень активны. И кстати, мы всегда в режиме онлайн разбираем выступления Пауэлла в нашем телеграм-канале, где оперативно публикуем для вас ключевые тезисы. Поэтому если вы во время прошлой пресс-конференции не понимали, почему падает рынок и что вообще происходит, обязательно подпишитесь и будьте в курсе всех событий. Как я сказал в начале, прошлое заседание ФРС закончилось тем, что ставку понизили, но Пауэлл сказал, что теперь они не будут торопиться со снижением, намекая на некую паузу в ближайшей встрече ФРС. Но исходя из этих комментариев, что же нас ждет 29 января? Как ожидается, в среду на следующей неделе ФРС реально возьмет первую паузу после 3 понижений подряд. По последним данным, вероятность сохранения ставки на уровне 4,5% составляет почти 100%, что вообще не должно стать для нас сюрпризом. Но вот выступление Пауэлла остается под большим вопросом. Тем более после отчета по ИПЦ за декабрь. И очень интересно, что о нем скажет Пауэлл. Поскольку рынок труда пока выглядит устойчивым, внимание ФРС снова переключилось на уровень инфляции. Базовый ИПЦ составил 3,2% в годовом исчислении к декабрю прошлого года. Он в целом не изменился за последние 6 месяцев. Однако общая инфляция недавно выросла до 2,9%, что выше 2,4%, которые были в сентябре прошлого года. Да, инфляция до сих пор выше цели ФРС в 2%, но будет ли она расти после прихода Трампа, который готовит ввести новые тарифы? В первые дни своего нового срока Трамп ужесточил иммиграционные правила, ожидая увеличения числа депортаций, и пригрозил повышением импортных пошлин с 1 февраля. Это первая из серии ожидаемых действий Трампа, которые могут усилить рост инфляции, так как рост пошлин автоматически приводит к росту цен на импортные товары. Также в четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что хочет, чтобы ФРС снизила процентные ставки, в то время как Центральный банк взял паузу на неопределенный срок.
срок, заявив, что он понимает денежно-кредитную политику лучше тех, кто ее определяет. Тогда Трамп сказал: учитывая снижение цен на нефть, я потребую немедленного снижения процентных ставок, и аналогичным образом они должны снижаться по всему миру. А также он добавил: я думаю, что знаю процентные ставки гораздо лучше, чем они, и я думаю, что я знаю их гораздо лучше, чем тот, кто в первую очередь отвечает за принятие этого решения, очевидно имея в виду Джерома Пауэлла, которого, кстати, именно Трамп назначил главой ФРС еще в свой первый срок. Вот только ФРС это независимый орган, и он не будет выполнять требования Трампа. По мнению многих инвесторов и экономистов, стремление Трампа ввести крупномасштабные пошлины на торговых партнеров Америки, которые по факту являются налогами на импорт, а также его планы депортировать большое количество нелегальных иммигрантов, несут реальные риски возобновления инфляционного давления. Вопрос, который тогда возникает, заключается в том, считают ли чиновники ФРС, что повышение цен является одноразовым или началом более сильного роста, который в свою очередь может потребовать более высоких процентных ставок. Некоторые представители ФРС полагают, что вскоре может наступить достаточная ясность в вопросе инфляции, чтобы вернуться к снижению ставок. Ссылаясь на недавние благоприятные данные о ценовом давлении, глава ФРС Кристофер Уоллер заявил CNBC, что если мы продолжим получать такие цифры, разумно предположить, что снижение ставок может произойти в первой половине года. Также Уоллер был скептически настроен относительно того, что торговые пошлины, которые хочет ввести Трамп, приведут к росту инфляции, как считают многие экономисты. Ранее он сказал, что если, как я ожидаю, пошлины не окажут сильного или постоянного влияния на инфляцию, то они вряд ли повлияют на мое представление о надлежащей денежно-кредитной политике. В целом сейчас работа ФРС напрямую пересекается с масштабными планами Трампа, но нужно понимать, что для введения тех же первоначальных пошлин в размере 10% на импорт из Китая потребуется время. Например, главный аналитик Capital Economist заявил, что по его ожиданиям ФРС снова понизит ставки в марте и июне. Аналитик написал: мы ожидаем от новой администрации Трампа комплекс мер стагфляционной политики, но риск склоняется к меньшему количеству сокращений в зависимости от точных сроков реализации политики Трампа. По прогнозам Forbes, ФРС сделает паузу до марта, и согласно их анализу, ФРС сделает минимум 2 снижения ставки в этом году. Но учитывая комментарий Уоллера, даже при максимально негативных данных по ИПЦ, ФРС не будет смотреть в сторону повышения, как прогнозировали ранее, что уже является очень хорошим сигналом. Тем не менее, последнее слово все равно остается за Пауэллом, который, вероятно, будет сдержан на первом выступлении в этом году. И по классике он скажет, что ФРС будет следить за новыми данными. Вряд ли его комментарии будут заключаться в том, что все хорошо, и он точно не будет намекать на дальнейшее снижение ставок. Таким образом, несмотря на дальнейшее снижение ставок в этом году, заседание в январе может оказать локальное негативное влияние на биткоин, ведь рынок и так сейчас остывает от роста после прихода Трампа, за счет чего такое движение 29 числа можно попробовать использовать для фиксации шортов, ну или для покупки на возможном откате. А вот чтобы заранее знать, какие сделки открывать и какие монеты стоит покупать, рекомендую вам присоединиться к нашей подписке Coin22 Pro, благодаря которой участники уже заработали на этой неделе от 70% на росте Solana, от 85% на пампе Injective, от 75% на отскоке токена Avi и на многих других сделках. А прямо сейчас профессиональные аналитики Pro уже подготавливают для вас лучшие точки входа, чтобы заработать на заседании ФРС и выступлении Пауэлла. Формат нашей работы максимально простой и включает в себя пошаговое обучение на старте с дальнейшим сопровождением и поддержкой 24/7, чтобы любой из вас мог научиться торговать и анализировать рынок. Также индивидуально для каждого участника мы формируем прибыльный спотовый портфель из самых перспективных монет. Подписка Pro успешно работает уже более 2 лет, и скоро исполнится 3 года с момента запуска нашего сервиса. Каждый день мы работаем над тем, чтобы вы получали качественную аналитику рынка, информативное обучение и круглосуточную поддержку. Поэтому, если вы не желаете пропускать такое важное экономическое событие, переходите по ссылке в описании, напишите нам и уже сегодня получите свою первую прибыльную сделку. Теперь давайте на основе всех вышеперечисленных экономических факторов постараемся сформировать прогноз на биткоин, который будет задавать общий тренд на рынке после решения ФРС и комментариев Пауэлла. По факту, потенциальное будущее снижение ставок в этом году приведет к падению индекса доллара. Более сильный доллар имеет тенденцию негативно влиять на цену биткоина. И наоборот, когда доверие к индексу ослабевает, инвесторы обращаются к рискованным активам, акциям и биткоину. Эта обратная корреляция наблюдается в течение многих лет, и она продолжалась
до 2024 года. С сентября прошлого года индекс доллара находится в восходящем тренде, достигнув значения 110, самой высокой точки за последние 2 года. Некоторые аналитики считают, что это представляет собой медвежий прогноз для биткоина. Однако, по словам старшего аналитика forex.com, этот рост приближается к долгосрочному уровню сопротивления. Если это сопротивление удержится, оно может сломать тренд, потенциально создавая более благоприятные условия для биткоина и в целом всего рынка. С момента своего пика 13 января индекс доллара упал на 1,2%. Однако движение индекса доллара также будет зависеть от дальнейшей политики Трампа. Также доходность облигаций, которая напрямую коррелирует со ставками ФРС и инфляцией, служит еще одним ценным показателем для анализа биткоина. Высокая доходность гособлигаций, особенно с низким риском, может снизить привлекательность к более рискованным активам, таким как биткоин, который не гарантирует доходность. С декабря прошлого года доходность долгосрочных облигаций США очень сильно росла, до отметки 4,7%. Это самый высокий уровень с 2023 года. Такой рост произошел, несмотря на осторожное снижение процентных ставок ФРС, что повысило опасения относительно потенциального всплеска инфляции. Во время такого периода корреляция биткоина с облигациями в основном отрицательная. Гособлигации также напрямую связаны с понятием долга. Когда правительство увеличивает свой долг, то есть продают больше облигаций для финансирования расходов, то увеличение предложения может привести к более высокой доходности. Если долг достигает неустойчивого уровня, то есть определенный риск снижения индекса доллара. США добавили к своему долгу 13 триллионов долларов, начиная с 2020 года. И, конечно же, это является тревожной новостью для экономики и как результат для самого биткоина в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе это наоборот может повысить интерес к биткоину как альтернативной валюте. Известный экономист Рэй Далио признал эту возможность, и миллиардер выразил предпочтение твердым деньгам по сравнению с инвестициями на основе долга. Он сказал: «Я хочу держаться подальше от долговых активов, таких как облигации и долги, и иметь немного твердых денег, таких как золото и биткоин». Далио отметил, что растущий глобальный долг скорее всего снизит стоимость фиатных валют, предсказывая неизбежные долговые кризисы. Поэтому может наступить определенный период, когда высокая доходность облигаций будет сигнализировать о неспособности экономики поддерживать собственный долг. И это в свою очередь может изменить текущую корреляцию между биткоином и облигациями. Дополнительно данные показывают, что на сегодняшний день госдолг США превышает 36 триллионов. Поскольку потолок долга уже достигнут, вероятным решением является его повторное повышение. Это не новость для Конгресса, поскольку администрация США корректировала потолок госдолга 78 раз. Это может привести к тому, что правительство наконец-то примет участие в его регулировании, где ФРС может прибегнуть к крупномасштабным покупкам активов. Это выведет ликвидность на рынок, что станет положительным катализатором для рискованных активов. Одним из конкретных способов отслеживания влияния ликвидности было бы выявление разворота в балансах ФРС. С апреля 2022 года баланс упал с 9 триллионов до 6,8 триллионов долларов из-за снижения ставок, поэтому приток новой ликвидности на рынке может положительно повлиять на рискованные активы. Тем не менее, дальнейшие действия ФРС станут известны после 29 января. Как мы видим, уже около 2 недель биткоин торгуется выше 100 тысяч и стремится пробить уровень 110 тысяч долларов. Однако данные Glassnode указывают на нехватку ликвидности для такого роста. В прошлом ролике я сказал, что до заседания ФРС биткоин будет двигаться в диапазоне 100-110 тысяч, ведь изменение чистой реализованной позиции капитала биткоина снизилось с 12,5% до менее 5% с ноября прошлого года. Это означает, что объем биткоина, который перемещается по ценам выше 100 тысяч, относительно меньше, чем в начале декабря прошлого года. Таким образом, чистая реализованная прибыль достигла пика в 4,5 миллиарда долларов по данным декабря, и сейчас она снизилась до 316 миллионов. И это снижение давления продаж сигнализирует о том, что рынок возвращается к состоянию баланса спроса и предложения. Тем временем сетевая метрика продолжает сигнализировать о долгосрочном росте. Например, двухлетняя скользящая средняя MVRV, которая корректируется с учетом меняющейся динамики рынка, также показывает бычий импульс. Даже сейчас биткоин находится очень далеко от пиковых значений, что оставляет потенциал для дальнейшего роста. Также индекс страха и жадности биткоина сейчас находится в устойчивом диапазоне жадности. Согласно данным бычьего цикла 2020 и 2021 года, уровни жадности около 80-90 могут сохраняться в течение нескольких месяцев, поддерживая длинный бычий импульс. И только когда это значение приближается к экстремальному уровню 95, то рынок обычно сталкивается с сильной коррекцией. Другие данные показывают падение сетевой активности, что говорит о том, что розничные инвесторы еще не полностью вернулись на рынок. Однако это может быть положительным знаком, указывающим на неиспользованный розничный спрос, который может подпитывать следующий восходящий импульс. Дополнительно в отчете CryptoQuant подчеркивается,
подчеркивается, что спрос на биткоин со стороны крупных инвесторов резко вырос после прихода Трампа. Также обратите внимание на накопление со стороны фондов. За последние 2 недели был зафиксирован чистый приток в размере 4 миллиарда долларов. Таким образом, показатели биткоин в сети, рыночные настроения и макроэкономическая перспектива указывают на продолжение текущего бычьего рынка. Если говорить о влиянии биткоина на альты, то мы видим прямую корреляцию с более высокими процентами, как на росте, так и на падении. Но поскольку сейчас многие монеты немного просели, то этим можно воспользоваться и сделать некоторые покупки, особенно тех альтов, которые мы разбирали вот в этом топе на 25 год. Так что рекомендую вам его посмотреть. Подводя итоги сегодняшнего ролика, мы можем сказать, что несмотря на возможно негативное локальное влияние выступления Пауэлла, общий тренд на весь год остается положительным. Тем более, как я говорил в недавнем прогнозе, первый квартал должен быть зеленым для крипторынка. Так что мы будем наблюдать за движением и всей важной информацией будем делиться с вами в наших новых видео и в телеграм-канале. Поэтому, если вы еще не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик, пишите комментарии, оставляйте интересующие вас вопросы и скоро увидимся. Всем желаю удачи, до скорых встреч!